Если вас тормозит YouTube, то у нас есть инструкция внизу, которую мы обновляем, чтобы вы могли ускорять его. 15 декабря в Керченском проливе с разницей в 1,5 часа потерпели бедствие два танкера, перевозившие мазут. «Волга-нефть-212» и «Волга-нефть-239». У первого разломился корпус. Один из членов экипажа погиб. Второе судно село на мель. 17 декабря сигнал бедствия подал третий танкер, но его отбуксировали в безопасное место. Как сообщается, на судне тоже произошла утечка мазута, но во внутренний балластный танк, а не во внешнюю среду. Чего, к сожалению, не скажешь про первые два танкера. Суммарно они перевозили около 9000 тонн нефтепродуктов. Из них несколько тысяч тонн уже вытекло в море, и утечка продолжается. Это страшный удар по морской экосистеме. Течение относит мазут к побережью Краснодарского края, и с каждым днем протяженность загрязнения береговой линии увеличивается. На момент записи видео это уже свыше 50 километров. Произошла крупнейшая экологическая катастрофа такого типа в истории региона. И одна из крупнейших в истории страны. Ее последствия будут ощущаться годами. По оценке эксперта из Российского экологического общества, минимум лет 10. Прямо сейчас тысячи волонтеров со всей России собирают выброшенный на пляже мазут вручную. Еще тысячи неравнодушных людей помогают самим волонтерам. Все три танкера речные. Они относятся к классу река-море, но были построены преимущественно для речных перевозок с возможностью выхода в море при условии спокойной погоды. Их корпуса не предназначены для выхода в шторм, не говоря уж о том, что они старые. Их возраст от 41 года до 55 лет. Оказаться посреди морского шторма они не должны были никак. Но оказались. Суд уже избрал меру пресечения для капитанов 2 из 3 потерпевших бедствие танкеров. Одного отправили в следственный изолятор, другого под домашний арест. Возникает резонный вопрос. Предположим, один капитан мог допустить преступную халатность или ошибку и вывести древнюю посудину куда не следовало. Но как могли так ошибиться сразу 3 капитана? Больше похоже на то, что их погнали везти мазут любой ценой и несмотря ни на что. Такие формулировки очень любят военные. Поэтому есть версия, что мазут предназначался именно им. Другая версия, что танкеры являются частью путинского теневого флота, который дает возможность торговать нефтепродуктами в обход санкций. Характерно, что такую версию выносит в заголовок провластное издание «Царьград». Оно же утверждает, что 55-летнее судно «Волга-нефть-212» в 90-е годы укоротили, вырезали середину и сварили нос с кормой. Под ударами волн танкер, как пишет автор статьи, разломился как раз по этому шву. В 2007 году в Керченском проливе в результате шторма за один день потерпели крушение сразу несколько судов, включая танкер класса «Река-море». Несколько человек на нем погибли, а в море вытекло, по разным оценкам, до 2000 тонн мазута. Но тогда, благодаря сверхусилиям государства, Всемирного фонда дикой природы и волонтеров, последствия удалось устранить быстрее, чем ожидали эксперты, в течение 2 лет. Тогда мазут начали оперативно откачивать из емкости погибшего танкера. Сейчас ничего подобного не делается. Нефтепродукты продолжают вытекать в море. И есть вероятность, что вытекут все 9000 тонн, которые были на борту 2 танкеров. На берегу со стороны государственных служб в уборке мазута участвуют сотни людей. Но необходимы не сотни, а тысячи или десятки тысяч. По разным оценкам, до 90% экстренных работ выполняют волонтеры. Как местные, так и приезжающие со всей России. Власти и телевидение в основном избегают демонстрации апокалиптичных кадров, стараясь снимать участки с меньшими загрязнениями. Так сотрудники МЧС работают в чистенькой штатной униформе и даже без респираторов. Но вот граждане, приехавшие убирать мазут, публикуют совсем другие фото и видео. Где-то мазут покрыл пляжи толстым слоем, как застывшая лава. А где-то получился слоеный пирог, когда мазут заметает песком, а потом новые порции мазута выбрасываются на берег, и песком заметает уже их. Мазут, покрытый слоем песка, на первый взгляд выглядит не так страшно, особенно в сравнении с гигантскими пятнами черной жижи. Но впечатление это обманчиво. С такими последствиями катастрофы бороться крайне тяжело. Тем более без спецтехники. Послушайте, что рассказывает одна из волонтеров. Вот здесь хорошо видно масштаб трагедии. Это уже слоеный пирог получается. Из мазута и песка. Посмотрите, на какую глубину он уже проник. Приходится снимать слой песка
где-то сантиметров 50-60. Вот перчатка для наглядности. И что мы делаем? Мы складываем вот такие огромные поля этих мешков с мазутом, которые полежали немножко на солнышке, и все, и протекают. Друзья, вы видите, что происходит? 2,5 трактора на весь Джеметинский проезд. Далее волонтер рассказывает, даже эти 2,5 трактора просто перевозят протекающие мешки с мазутом с одного места на другое, складывая их у холма. То есть люди делают, что могут, собирают мазут лопатами в мешки. Это нужно делать как можно скорее, чтобы песок меньше пропитывался нефтепродуктами. Но утилизация волонтерам уже не под силу. Тут должна работать система, а ее нет. Нефть активно вытекает из мешков. Я не знаю, сколько дней она здесь лежит. Первое лето ее, ночь не первое. Но утечки достаточно сильные. Вот самое страшное, конечно, вон там история. И кажется, что это все только из-за того, что такие мешки плохие, сетчатые, нельзя такие. Кажется, пластиковые мешки вот на панацея, но нет. Потому что вот, оно разъедает и такие мешки. Вообще, возможности исправить положение у неравнодушных людей ограничены. Волонтеры не могут откачивать мазут с барж и собирать пятна в открытом море или сгустки с морского дна. Это все государственные задачи, которые сейчас никак не решаются. Государство-то занято войной и захватом очередного никому не нужного украинского села. Но там, где могут, люди делают все, что в их силах. Это 3 направления работы: уборка пляжей, спасение животных и помощь самим волонтерам. Ведь им нужно что-то есть и где-то отдыхать. Работа у них не только энергозатратная, но и очень вредная. Никакие фото и видеокадры не покажут, какими запахами наполнен воздух вдоль моря. Это токсичные летучие вещества, которые вызывают резь в глазах и головную боль даже у тех, у кого есть средства защиты. А подходит далеко не все. Обычная медицинская маска, например, не поможет. Есть много нюансов, о которых без специальных знаний в области экологии, биологии, медицины и химии не догадаешься. Поэтому еще одной важной частью работы волонтеров является написание инструкций. Люди помогают другим даже вдали от места событий. А кто вообще эти волонтеры? Кто их собрал, организовал, разделил обязанности? А непонятно. Самоорганизация граждан, как она есть. Случай, который можно будет описать в учебниках. Из ниоткуда возникли чаты в Телеграме, в них стали вступать незнакомые люди, которых объединило то, что им не все равно. Крупнейший известный мне чат называется незамысловато «Разлив нефти в Черном море». В нем состоят уже 50 тысяч человек. Одних только администраторов более 40. И более 40 подразделов. В одних люди из Москвы, Воронежа, Уфы и многих других городов координируются, чтобы вместе выехать на место событий. В других пишут обращения в органы власти. Или заняты организацией полевых кухонь, закупкой боновых заграждений. Отдельные подразделы есть у дельфинологов и орнитологов, которые занимаются выживанием птиц или дельфинов. Это, кстати, целая наука. Птицу нужно отмывать от мазута, кормить лекарствами и сорбентами, а потом еще долгое время ухаживать и согревать. Ведь пока не произойдет смена перьев, согреться она не сможет. Ей нельзя давать себя чистить, необходимо надеть специальную заглушку на клюв, иначе она объестся остатками мазута. И на каждом из этих этапов пернатый будет сопротивляться, вырываться и клеваться. Я оставлю в закрепленном комментарии ссылку на этот телеграм-чат. Во-первых, волонтеры много в чем нуждаются, и в каких-то вопросах вы можете помочь, не выходя из дома. А если соберетесь лично поработать на месте катастрофы, чат тем более будет полезен. Внимательно посмотрите инструкции по технике безопасности, чтобы принести пользу, не навредив себе. Во-вторых, стоит хоть раз заглянуть в этот 50-тысячный чат, просто чтобы увидеть пример, как расцветает гражданское общество, когда государственная машина хотя бы не мешает. Моментально распределяются задачи, возникают механизмы. Например, распространяется информация, кто и где видел вымазанную в мазуте птицу. А далее выстраивается целая логистика. Сотни пойманных и наскоро отмытых птиц нужно куда-то везти на реабилитацию. Потоки нужно направлять и перенаправлять. Волонтеры в режиме реального времени координируют и собственные ресурсы тоже. Где-то не хватает рабочих рук, где-то каких-то вещей, а где-то волонтерская машина застряла, и ее необходимо вытянуть. Коллективно собираются заказы на много людей, в том числе в ближайших ресторанах, и работают полевые кухни. Отдельной строкой идет фиксация ущерба, сбор фотографий и видеозаписей с разных мест,
подсчет погибших животных. И глобально всем этим оркестром никто не дирижирует. Да, какие-то люди выдвигаются руководить определенным типом работ на заданном участке территории. Появляются сообщения вроде «по такому-то адресу в такое-то время выдается инвентарь, вот телефон координатора». Но кто командует этими координаторами? Никто. Горизонтальные связи, как они есть. И ведь чат «Разлив нефти в Черном море» не единственный такой. Есть, например, чат поменьше «Анапа море ЧС». Тоже организован по подразделам. Закупки, питание, инструкции, птицы и так далее. Там сейчас 6500 человек. Кому-то удобнее координироваться во ВКонтакте. Вот сообщество «Помощь Черному морю от нефти». Есть посты с оперативной информацией. В поселке Витязево по адресу улица Мира, 113 на 2 дня нужен человек с ноутбуком. А есть и с более общими рассуждениями. Одна из главных тем – это боновые заграждения. Когда их начнут ставить и будут ли ставить вообще? Некоторые волонтеры даже обсуждают, реально ли сделать и установить боны своими силами. В 2007 году, когда в Керченском проливе случилась меньшая по масштабам трагедия, государство еще ввело себя как государство. Да, уже тогда возникали вопросы, почему до морских плаваний допускаются ржавые корыта с опасным грузом. Но когда катастрофа случилась, были предприняты меры, и последствия устранялись. Было и другое важное отличие. Тогда одной из организующих сил был Всемирный фонд дикой природы. В России он пользовался уважением. На Первом канале часто показывали социальную рекламу от этой организации. Даже в 2019 году директор по природоохранной политике российского отделения фонда ходил на государственное радио. А в 2023 году Генпрокуратура признала Всемирный фонд дикой природы нежелательной организацией в России. Вот мудачье! Тогда даже кто-то из ультралоялистов стал роптать. Радиоведущий Сатановский предлагал строго спросить с Генпрокуратуры, согласовала ли она свое решение с Путиным. Ага. И вот на следующий год происходит катастрофа гораздо худшая, чем в 2007. Но на месте происшествия вездесущее государство присутствует очень ограниченно, если не сказать минимально. У него свои заботы. Все для фронта, все для победы. Какая уж тут экология. Некоммерческую организацию, которая могла бы включиться в работу, закрыли. Кто остается? Остаются граждане России. И вот прямо сейчас они показывают, на что способны россияне, если их самоорганизации не препятствовать. Сейчас тот редкий случай, когда власть решила людям пока не мешать. И совсем немного даже помогать. 2,5 трактора пригнала. Так за несколько дней возникло огромное волонтерское движение, которое только расширяется. Ведь если люди видят, что им под силу исправить хоть что-то в нашей стране, не навлекая на себя гнев уполномоченных органов, они это делают. Присоединяйтесь к ним и вы. К сожалению, и речи не идет о том, чтобы силами волонтеров исправить вообще все. Но без их самоотверженной работы станет намного хуже. Поэтому она очень важна и нужна. Ссылка на чат в описании. До завтра.